тот момент, когда лишенный возможности двигаться ребенок стал тесно общаться с уличным псом, щенок внезапно заскулил, и реальность трансформировалась за доли секунды. Посмотрите, как обычная забава превращается в критическую борьбу за выживание, испытывая на прочность их ментальную близость. У паренька, разбитого тяжелым недугом, собака начала громко визжать. Близкие мальчика услышали эти звуки, и, осознав серьезность момента, его отец моментально заподозрил неладное. Маленький Джейк, 8 лет, смирно лежал на ярко-зеленом газоне. Его безжизненные конечности были вытянуты, пока он бережно прижимал к груди золотистого ретривера, находившегося подле него. Редкая патология нервной системы сковала его конечности, превратив некогда активного и бодрого ребенка в бледную копию прежнего себя, отняв способность двигаться ниже шеи. Тем не менее, лицо Джейка светилось подлинной радостью, которой его папа и мама, Эми и Дэвид, не наблюдали уже очень долгое время. Бродячий пес, получивший от них имя Макс, располагался рядом с Джейком, приветливо помахивая хвостом. Пускай Макс был всего лишь найденышем, он превратился в надежного спутника Джейка в этот непростой период. Это брошенное существо дарило ту поддержку и теплоту, которые не могли дать даже самые современные методы лечения. Пока Эми и Дэвид следили за этой сценой с крыльца, их души наполнялись одновременно верой в лучшее и глубоким волнением. Они прошли через множество испытаний вместе с сыном, и вид того, как Джейк ласково обнимает животное, был невероятно трогательным и в то же время болезненным. Старые ступени скрипнули под их весом, когда они оперлись на ограждение, крепко взявшись за руки ради взаимной поддержки. «Взгляни на них», — негромко произнесла Эми. В ее глазах, окруженных складками от многолетнего стресса и отсутствия сна, промелькнул слабый луч спокойствия. Джейк уже очень давно не проявлял такого живого интереса. Казалось, пес тоже приободрился. Дэвид молча кивнул. На его лице читалась смесь тревоги и искреннего восхищения. Груз прожитых лет был заметен в его поникшей осанке и раннее сидение в волосах. «Я все вижу, но мне все равно страшно. Вдруг что-то пойдет не так. Состояние нашего сына критическое. Мы не имеем права на ошибку». Эми коснулась руки мужа, стараясь его подбодрить. При этом ее взор все еще был прикован к происходящему в их саду. Блеск солнца отразился от золотого кольца на ее пальце, став символом их нерушимой верности. «Я понимаю. Но сейчас давай просто поблагодарим судьбу за то, что Джейк обрел такого друга. Он перенес слишком много боли». Муж и жена стояли в молчаливом согласии, погруженные в личные раздумья, воскрешая в памяти бесконечные поездки к врачам, череду обследований и тот страшный день, когда прозвучал окончательный диагноз. Каждое событие, предвещавшее ухудшение здоровья их ребенка, навсегда отпечаталось в их сознании. Тот первый случай, когда он споткнулся, тот миг, когда пальцы перестали держать карандаш, и, наконец, то утро, когда он не сумел подняться с кровати. Внезапно все тело Джейка напряглось, и он издал слабый свистящий звук. Его ладони сильнее сжали Макса, который начал жалобно скулить и дергаться, стараясь вырваться из захвата мальчика. Идиллия мгновенно испарилась, уступив место волне леденящего страха. Эми и Дэвид переглянулись с ужасом, инстинктивно сжав ладони друг друга еще крепче. Постоянное чувство тревоги, всегда прятавшееся в глубине души, накрыло их с новой силой. «Что там происходит?» – выкрикнул Дэвид, и в его интонациях послышалось дурное предчувствие. Продолжая вырываться, Макс выдал серию отрывистых тревожных звуков. Его туловище содрогалось от чего-то, что походило на смесь нервного возбуждения и требования помощи. Веки Джейка распахнулись. Взгляд стал туманным. Его пальцы намертво вцепились в шерсть собаки, но во всей его фигуре проявилась какая-то странная жесткость, которой не было еще пару минут назад. «Он слишком сильно тянет Макса», — с сомнением проговорила Эми. Она сделала шаг вперед, намереваясь вмешаться. «Джейк, дорогой, расслабься, ты пугаешь пса». Но мальчик молчал.
а его губы беззвучно шевелились, произнося нечто неразборчивое. Некогда тихий двор теперь наполнился неистовым лаем, а цветы, раньше казавшиеся яркими, стояли неподвижными свидетелями нарастающей беды. Вдруг лай Макса стал оглушительным, и пес принялся метаться из стороны в сторону, насколько позволяли руки Джейка, переводя взор с ребенка на фасад дома. Было ощущение, что Макс хочет сообщить нечто важное, предчувствуя угрозу, невидимую для людей. «Что-то идет не так!» — крикнул Дэвид, уже бросаясь к ним. Он пересек лужайку бегом, стремясь как можно скорее оказаться рядом с сыном. Эми бежала следом, ее пульс зашкаливал от ужаса и проснувшегося материнского инстинкта. Когда они подбежали к Джейку, на его лице читались паника и полное непонимание. Макс не переставал лаять и жалобно выть. Его глаза словно молили взрослых немедленно вмешаться. Поведение собаки лишь усиливало общую панику. «Джейк, что с тобой?» – дрожащим голосом спросила Эми, коснувшись его лба, и почувствовала, что его кожа стала пугающе ледяной. «Его нужно срочно нести в дом!» Дэвид не сомневался, аккуратно поднимая Джейка, который казался неестественно легким. Это было горькое напоминание о том, как болезнь истощила его. Прижимая сына к себе, он ощущал, как бешено колотится его сердце, в то время как Эми бежала рядом, охваченная страхом и приливом адреналина. Она мельком оглянулась на траву, где только что мирно лежал их мальчик. Теперь там остались лишь примятые стебли и тревожное эхо лая, нарушившее покой пригорода. Они внесли Джейка внутрь и бережно опустили на софу. Из-за его прерывистого дыхания и полных ужаса глаз в привычно уютной комнате стало невыносимо тесно. Пока Дэвид в спешке набирал номер службы спасения, его пальцы дрожали, не слушаясь хозяина. Хладнокровный голос оператора на другом конце провода сильно диссонировал с хаосом в доме. Пока муж объяснял ситуацию, Эми ни на миг не отходила от ребенка, будучи в состоянии предельной концентрации. Спустя короткое время тишину улицы разрезал звук сирен. Приехали парамедики. На их лицах была видна профессиональная сосредоточенность. «Что именно произошло?» – спросил один из них, моментально оценивая вид Джейка, пока родители сбивчиво описывали симптомы, захлебываясь от волнения. «Мы не понимаем», – выдавил Дэвид с явным отчаянием. «Это ваша собака?» – уточнили врачи, и Эми отрицательно покачала головой, пояснив, что пес приблудный. Джейк вцепился в него так, словно их нельзя было разделить. Медики обменялись многозначительными взглядами, их лица выражали крайнюю серьезность. «Принято решение о немедленной госпитализации в центр», – скомандовал старший группы. Они аккуратно поместили мальчика на каталку. Когда машина скорой помощи начала отъезжать, Макс издал протяжный, полный боли вой, провожая взглядом удаляющийся реанимобиль. Путь до госпиталя прошел в окружении шума приборов и давящего молчания. Эми и Дэвид не отпускали рук друг друга, их напряжение выдавали побелевшие костяшки пальцев. Знакомые улочки сменились панорамой большого города, но они этого не замечали. Все их мысли были только о сыне, они мысленно умоляли его держаться. Сразу по прибытии персонал отделения экстренной помощи приступил к работе, направив Джейка в диагностический бокс. Специфический запах медицины и белизна коридоров были им слишком знакомы, напоминая о прошлых визитах. Эми и Дэвид следовали за ними, разрываясь между надеждой и ужасом. Они наблюдали за суетой докторов и медсестер вокруг каталки. Их реплики превращались в поток сложных терминов, который пугал и давал слабую надежду одновременно. «Что с ним будет?» – прошептала Эми, теряя голос. Она прижалась к плечу Дэвида, пока они следили за манипуляциями персонала. Главврач, женщина со строгими чертами лица и сочувствующим взглядом, подошла к ним. Ее тон был ровным, но уверенным, как островок стабильности в этом безумии. К сожалению, точный диагноз пока не установлен. Показатели сердца и мозга нестабильны. Есть признаки аномальной активности. Требуется комплекс тестов. Дэвид сильнее сжал ладонь супруги. На его лице отразилась мука. «Но ведь еще час назад все было хорошо»,
Что послужило триггером? Доктор нахмурилась в раздумьях. За годы практики она видела разное, но столь резкий спад у Джейка выглядел странно. Именно это нам предстоит выяснить. Сейчас вам лучше остаться здесь, пока мы не добьемся стабильности. Мы сообщим новости сразу, как что-то прояснится. Кивнув им, врач вернулась в палату, оставив их наедине с гнетущими мыслями. Жизнь в приемном покое продолжала кипеть. Тем не менее, Эми и Дэвид чувствовали себя изолированными в своем горе. Сидя в холодном холле среди других измученных ожиданием людей, они прокручивали в голове цепочку событий. Последние годы превратились в бесконечный шторм из надежд и падений. Джейку поставили диагноз редкого поражения нервов всего в 6 лет, и прогнозы были неутешительными. Со временем подвижность угасала, инвалидное кресло стало необходимостью, а затем мальчик и вовсе слег. Некогда жизнерадостный ребенок стал тенью, а его мир ограничился стенами одной комнаты. Весь этот период Эми и Дэвид были его опорой, отдавая все силы заботе о нем. Они пробовали экспериментальные терапии, надеялись на новые препараты, но прогрессирование болезни казалось неумолимым. Душевное состояние мальчика страдало не меньше. Активный характер Джейка сменился апатией, и родителям было невыносимо видеть, как гаснет пламя жизни в глазах их единственного ребенка. Именно в тот мрачный час в их квартале появился бродячий золотистый ретривер. Пес, выглядевший неухоженным, часто сидел у их калитки, привлекая взор Джейка, когда тот смотрел в окно. Несмотря на немощь, мальчик искренне радовался собаке, и в удачные дни он просил родителей вывести его во двор, чтобы пообщаться с лохматым гостем. Пес, названный Максом, словно чувствовал хрупкость ребенка и всегда подходил крайне деликатно. Для прохожих Макс был лишь очередным бездомным животным, но для Джейка он стал бесценным другом. Эти встречи вернули блеск в глаза мальчика, и родители поражались тому, как благотворно собака влияет на его настрой. Сидя в больничных креслах, Эми и Дэвид снова вспомнили о Максе. Они представили, как видели его на улице в тот момент, когда спешно сажали сына в машину. В той суматохе им было не до собаки. Не успела Эми додумать это, как двери палаты открылись, и к ним вышла врач с озабоченным видом. «Нам удалось стабилизировать состояние, но новости тревожные», – произнесла она серьезно. Родители вскочили, их сердца забились чаще. «В чем именно проблема?» – натянутым голосом спросил Дэвид. Врач выдержала паузу. «Судя по всему, у Джейка произошел тяжелый неврологический приступ. Мы судим по симптомам, но точную причину я пока не назову. Подобное может быть спровоцировано чем угодно, и, учитывая слабость организма, нам нужны еще исследования». Эми почувствовала слабость в ногах, и муж помог ей сесть, сам едва сдерживая эмоции. «Но как такое случилось?» – спросила она. Тень сочувствия легла на лицо доктора. «Мы как раз пытаемся это понять. Были ли перемены в его режиме или окружении за последнее время?» Родители переглянулись, лихорадочно соображая. «Нет, ничего такого», — ответил Дэвид. «Разве что это собака, с которой он общается пару недель, но раньше это приносило только пользу». Доктор кивнула, фиксируя информацию. «Мы учтем это, хотя вряд ли пес мог вызвать подобное. Продолжим тесты». Пока они обсуждали это, из палаты вдруг донесся громкий звук. Писк мониторов и крики персонала эхом разнеслись по этажу, заставив их вздрогнуть. Инстинкты погнали их к дверям. Зайдя внутрь, они увидели пугающую картину. Тело Джейка содрогалось в конвульсиях, пока врачи пытались справиться с очередным приступом. И в этом хаосе, у изножья кровати, они вдруг заметили золотистый силуэт. Пес смотрел на мальчика взглядом, полным осознанности. Каким-то невероятным образом Макс пробрался в здание и нашел палату. «Что происходит?» – закричала Эми, с трудом перекрывая шум. Главврач обернулась, ее взгляд был предельно сконцентрирован. «Приступ стал сильнее. Мы вводим экстренные препараты». Она увидела собаку и нахмурилась. «Откуда здесь животное? Уберите его немедленно!» Но прежде чем кто-то успел среагировать, лекарство подействовало.
Дрожь в теле Джейка утихла. Дыхание стало спокойным. Врач с облегчением констатировала, что состояние улучшается. Терапия работает. Когда показатели пришли в норму, Макс остался на месте, едва заметно виляя хвостом. Пораженные присутствием пса, медики с изумлением увидели, как рука Джейка слабо потянулась к шерсти Макса. «Невероятно», — выдохнула врач, качая головой. «Кризис миновал. Функции восстанавливаются быстрее, чем мы ждали. Возможно, препарат сработал эффективнее. А может, дело в собаке». Она замолчала. «Вы говорили, Макс начал лаять еще до начала судорог?» «Да», — подтвердил Дэвид. «Джейк держал его. Мы решили, что пес скулит от хватки. На деле он мог предупреждать о приступе. Животные иногда чувствуют такое заранее». «Хорошо, что они были рядом», — подытожила доктор. Со слезами облегчения Эми наблюдала за этой связью. Готовясь к самому страшному, они увидели чудо выздоровления, и не последнюю роль в этом сыграл бездомный пес. Время шло, и Джейку становилось лучше. Врачи выяснили, что причиной приступа стала редкая реакция на сочетание двух лекарств. Схему лечения поменяли, что привело к стабилизации. Через 2 недели пришло время выписки. Когда они выходили из госпиталя, Макс преданно ждал их у входа, будто заранее знал об этом. Взгляды Эми и Дэвида встретились. Они понимали друг друга без слов. Они не могли бросить того, кто спас их сына. «Джейк», — позвал Дэвид, присев у коляски, — «как ты смотришь на то, чтобы забрать Макса к нам навсегда?» Лицо мальчика озарилось таким восторгом, какого родители не видели годами. «Честно? Мы оставим его?» Эми улыбнулась сквозь слезы. «Разумеется. Максу пора иметь настоящий дом». Когда они покидали больницу, их семья стала больше на одного верного друга. Макс радостно бежал рядом с коляской, воодушевленный новым этапом их жизни. Путь впереди был непростым, состояние Джейка все еще требовало внимания, но теперь с Максом у них было в разы больше сил и надежды. Они выстояли в шторм, и случайная встреча с брошенной собакой создала ту связь, которая подготовила их к любым поворотам судьбы. По пути домой Эми и Дэвид поражались тому, как изменилась их реальность. Они ехали в больницу в отчаянии, а возвращались с сыном и новым членом семьи, сыгравшим ключевую роль в его спасении. Глядя на то, как Макс устраивается рядом с Джейком, они верили, что справятся со всем. А в вашей жизни случались подобные моменты, когда доброта или случайное событие меняли все? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваши рассказы могут подарить надежду другим. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые удивительные истории.